Всем доброго утра. Сейчас раннее утро. Итак, дорогие друзья, я вам дарила много денежных ритуалов и всегда говорю, что денежных ритуалов много не бывает. Во-первых, потому что у каждого человека своя энергетика. Каждому человеку подходит свой ритуал. Во-вторых, потому что совокупность ритуалов дает лучший результат, поскольку несколько ритуалов, они усиливают друг друга, и, естественно, денежный поток улучшается, усиливается. Потом, ритуалы иногда имеют такое свойство уставать. Нужно давать силам, которых вы зовете, некоторое время набраться сил и переключиться на другие ритуалы в том числе. Потому что иногда бывает, что ритуал работает, потом уже некоторое время как-то останавливается. Я всегда рекомендую: дайте ритуалу набраться сил. То есть эти силы, которые вам служат, они некоторое время хотят отдохнуть. Хотя этот поток не прекращается, но он может просто уменьшиться. Значит, нужно испробовать и другие методы в том числе. Есть люди, у которых денежная энергия очень слабая, и поэтому деньги очень тяжело идут к этому человеку. После чисток нужно восстановиться и восстановить свою связь с силой денег. Силы денег нужно постоянно дополнять, нужно постоянно укреплять, вливать туда определенную энергию. И все время свою связь держать силой денег. Это капризная сила. Чистку достаточно сделать один раз, потом иногда просто очищать от лишних накоплений, да, темных энергий, зависти, то, что вокруг нас все время бывает. А вот денежную силу желательно все время обновлять и усиливать, потому что денежная сила, она капризная. Стоит некоторое время не проводить ритуалы, и поток приостанавливается или преуменьшается. Вот денежная сила, она требует подпитки. Именно поэтому я даю вам как можно больше ритуалов, для того, чтобы люди, у которых очень сложная ситуация с деньгами, сложные отношения, даже у этих людей открывается это все. Итак, я вам сейчас подарю несколько очень сильных ритуалов, которые вам помогут заманить деньги в дом. Я так и назову. Деньги заманить. Вам нужно будет поставить на алтарь. Что такое алтарь? 500 раз объясняла, еще раз объясняю. Хотя у меня целый ролик посвящен алтарю. Это место, где вы совершаете свои ритуалы. Если алтарь черный, значит ткань черная. Если красный, если зеленый, значит ткань зеленая или красная. Это зависит от ритуала. В данный момент можете использовать и красный, и зеленый, и черный цвет. Здесь не принципиально. Итак, вам нужно будет взять монету, любую монету. Желательно пятак. Вообще цифра 5 это как символ денег, пентаграммы. Нет, пентакля, извиняюсь, пентакля. Где-то, например, там, где нету 5 рублей, можно взять там 50. Меня часто спрашивают, например, из Армении, вот как, вот что делать. 50 драмов возьмите, да, 500 драм. У кого доллары там есть 5 центов, я не знаю, просто сейчас деньги поменялись, евро там 5 центов встречается. То есть там, где 5, желательно, но не обязательно, потому что там, где 5, лучше получается. Вам нужно будет заговорить на эту монету
Можно это сделать и в съемной квартире, ведь вы там живете. Когда переедете, эту монету не отрывайте. Просто в той квартире, где вы будете жить или переедете в свой дом, повторите этот ритуал. А эта монета, она уже не действенна. Вы заговорили для себя, она будет тянуть сюда. Оторвать, унести, она потеряет силу полностью. Она не туда и не сюда. Второй раз на него заговаривать не стоит. Возьмите новую монету. Это так, чтобы вопросы постоянно не сыпались. Итак, идем дальше. Вам нужна вода, ну, в чашечке или в бокале, или в чем хотите, в какой-то емкости. Вода, огонь, источник огня, то есть свеча. Красное, черное, зеленое подойдет. И благовоние. Итак, берете монету, окунайте в воду и читайте. Водой тебя благословила, сколько капель в океане, столько денег в моем кармане. Далее держите уже над огнем. Ну, вот так вот. Крутите. Говорите. Огненной силой заклинаю, силу огня получаю, себя на удачу благословляю. Потом благовоние, где окуривается благовоние, над благовонием вот так крутите монету и говорите. Окуриваю священную монету, через монету деньги заманиваю, стол мой наполню хорошей едой, кольцами пальцы украшаю, сундуки шелками да мехами заполняю, богатство получаю. 6 раз. Богатство получаю 6 раз. И вот так делайте 6 раз. Снова окунаете туда воду, снова говорите одно и то же, снова над огнем крутите, снова над благовонием. И в конце, значит, положите на алтарь и скажите опять 6 раз. Водой омыла, благовонием окурила, словом колдовским заговорила и богатство получила. Служи мне исправно, на пороге будь, заслоном, днем и ночью стой на страже. В дом деньги впускай, из дома не выпускай. Да будет так, заклинаю. Вот вы сказали 6 раз, берете эту монету и прикрепите над дверью, прям приклейте над дверью. Любым клеем, это не лишь бы она не упала. Когда прикрепили над дверью, снова говорите: служи мне исправно, на пороге будь, заслоном. Днем и ночью стой на страже. В дом деньги впускай, из дома не выпускай. Да будет так, заклинаю. Приклеили, 6 раз сказали, в тот момент, когда клеите, сказали, вообще потом после заговорили. И оставляйте эту монету там. Она будет вам служить. Иногда время от времени подходите к этой монете, то есть внизу стойте, смотрите на монету и говорите: служи мне исправно, на пороге будь заслоном, днем и ночью стой на страже. В дом деньги впускай, из дома не выпускай. Да будет так, заклинаю. Этот ритуал убережет вас от лишних затрат, от ненужных затрат. То есть, поскольку вы заговариваете, чтобы он не выпускал из дома деньги, значит, у вас не должно ничего ломаться, никто не должен болеть и так далее. То есть это оберегает ваш кошелек, ваш бюджет семейный. Устраняет, отстраняет от вас происшествия и моменты, при которых вам придется там нести непредвиденные расходы. И деньги накапливаются. Это очень хороший ритуал, попробуйте. Пойдемте дальше. Берите круглое кольцо. Ну, желательно печатка. Сейчас даже найду примерно, приблизительно, какая должна быть. Ну, вот или вот такого типа, например. Вот, или вот такого типа, например. То есть круглая.
И вы будете иногда, временами это носить после того, как заговорите. Значит, берете круглое колечко, берете тонкую свечу. Свеча может быть зеленой, свеча может быть обычный восковой, неважно какой. Берете эту свечу и надевайте кольцо на свечу. Ну, например, таким образом. Сейчас мне некогда алтари складывать. Вот таким образом. Ставите, зажигайте свечу и читайте 6 раз. Деньги по кругу идут и ко мне возвращаются. Меня любят, почитают, со мною знаются. Деньги по кругу идут и ко мне возвращаются. Огонь священный гори. Пламя твое золотое, брызгай богатством, деньги мне в карман собирай. Золотой огонь горит, силой богатства жизнь наполняется. У кольца нет начала и конца, так и моим деньгам по кругу идти и снова ко мне прийти. Да будет так. Я тут немного ошиблась, еще раз прочитаю. Деньги по кругу идут и ко мне возвращаются. Меня любят, почитают, со мной узнаются. Деньги по кругу идут и ко мне возвращаются. Огонь священный гори, пылай, золотом брызгай, деньги мне в карман собирай. Золотой огонь горит, силой богатства жизнь наполняется, у кольца нет начала и конца, так и моим деньгам по кругу идти и снова ко мне прийти. Да будет так. Потом берете, то есть 6 раз прочитали, вот так вот аккуратно вытаскиваете, свечу оставляйте догореть, а кольцо надеваете вот так. И иногда временами носите. То есть вам нужно на какое-то дело, вам нужно на какую-то сделку и прочее, прочее, это кольцо носите. Если почувствуете, что поток немножко приостанавливается, значит, проведите еще раз. Следующее. Монета изобильная называется. Берете пятак или десятку, ну, желательно где 5 цифра. Красный мешочек, 4 свечи. Желательно еще можно красную нить или красную ленту. Ну, в принципе, у мешков тоже бывает вот эта вот тесьма, она длинная, дотягивается. Зеленая маленькая свеча или восковая свеча обычная. То есть свечи могут быть зеленые, извиняюсь, 4 свечи, или восковые. Зажигайте по 4 сторонам. Ну, как крест образуется, хотя крест здесь ни при чем, просто во все 4 стороны они должны быть, эти свечи. Читайте 13 раз. Ждете, пока эти свечи догорят. Когда уже практически догорели, можете этим тушителем потушить. Воск собираете воедино, как лепешку. Эту монету в красную, красный мешочек повесите над дверью или возле дверей, то есть входных, а воск под дверью, под ковриком, снутри дома, то есть снутри квартиры или дома, не снаружи. И через некоторое время вы заметите, как в вашем доме вещи будут приумножаться и приумножаться. Итак, начали. Реки к морю спешат, а деньги спешат в мой дом, хвала им и почет. Как ветер к небесам стремится, так богатство мое ко мне торопится, деньги рекою льются, хвала им и почет. Реки море нашли, изобильная деньга ко мне пришла. Деньги большие с собой принесла, хвала им и почет. Деньга изобильная со мною осталась. Богатством назвалась. В моем доме расплодилась.
в кольца, в меха, в имущество обратилась. Слова мои колдовские в дело превратились, из дел в деньги превратились, в доме моем поселились, хвала им и почет. Деньгам моим я потеряю счет, отныне мой дом богат. Заклято, заклято, заклято. 13 раз читаете, опять же, ждете, воск собираете, скатываете в такую лепешку, воск под коврик, а вот эту вот монету в красный мешок и повесить над дверью входной или рядом. И вы разницу увидите после. Следующее. Заманиваем деньги с банка или с большого торгового центра и так далее. То есть находите такое место, где денежные, торговые, оживленный рынок, банк, что хотите. Там, где постоянно деньги. Вот почему, например, на рынке больше продаж, на рынке больше оживленности, чем в торговом центре или что-либо где-либо еще, да, в таких местах. Потому что на рынке происходит обмен энергиями, двигается энергия, понимаете? Это очень важно, чтобы движение энергии было. И тогда начинает меняться жизнь. Начинает купли-продажа, торг идет и так далее. Постоянное, то есть движение энергии денег, оно приводит к тому, что в этих местах больше выручки иногда, чем в солидном таком магазине. Подходите, ну, например, к банку, 6 монет. Перед тем, как пойти, дома заговорите, берите эти 6 монет в отдельный мешочек, чтобы не путать потом с другими деньгами. В кошелек не ложите, потому что с кошелька не должна уйти денежная сила куда-то. А именно заговорите и как бы положите это все в мешочек, в сумку и с собой. Заговорить нужно таким образом 6 раз. 6 монет, 6 помощников. Мне деньги заманите, денежную силу, богатую долю в мой дом приведите. У меня, как у хирурга, я так перепишу свои работы, что иногда сама путаюсь в словах. 6 монет, 6 помощников, мне деньги заманите, денежную силу, богатую долю в мой дом приведите. 6 раз говорим, кладем эти деньги в мешочек, в сумку и идем, находим денежное место, банк, например. Берете одну монету и говорите: деньга, деньга моя деньга. Отсюда деньги замани, за мной веди, в наш дом приведи. Кидайте эти деньги, не оглядываясь, идете. Можете такси позвать, сесть, поехать, по дороге выйти там, или до дома не дойти, скажем так, опять кинуть, пока домой дойдете. Каждый раз одно и то же говорите, но не оглядывайтесь. Эти деньги, как по ступенькам, как по дорогам, понимаете, это денежную дорогу будут создавать до вашего дома, чтобы оттуда богатство шло в ваш дом. Это реально. Денежная энергия привяжется к вашим деньгам и будет по пятам идти в ваш дом. Через некоторое время, если вы торгуете, заметите, что у вас клиентов много, если вы там рисуете, у вас заказчиков будет много, неважно, чем вы занимаетесь, но у вас будет прибавление денежное. Еще раз повторяю. Снова второй там, например, кидайте чуть подальше. Деньга, деньга моя деньга. Отсюда деньги замани, за мной веди, в наш дом приведи. Если вы собираетесь идти это делать, вы должны выбрать такой момент, когда у вас все эти дела уже закончены, вот вы вышли там по делам, все сделали, все закупили и так далее. А теперь уже вам точно пора домой, потому что эту силу вы должны домой привести. Вы можете специально выйти, это сделать через минут 15, например, пойти по своим делам. Но вы, когда вы ходите за этим делом, вы должны именно целенаправленно это и сделать, заманить деньги. Вы не можете сбиться с пути, куда-нибудь еще пойти, еще куда-нибудь за какими-то делами, через некоторое время третью монету кинуть. Нет, дорогу выстраиваем.
И вот таким образом, начиная с этого банка и до вашего дома, кидая эти деньги, идете домой. Последнюю монету сохраните. Приходите и с внутренней стороны дома, то есть открываете входные двери, ложите под коврик и снова говорите: деньга, деньга, ты моя деньга. Деньги оттуда, уже оттуда, не отсюда, оттуда замани, за мной веди, в наш дом приведи. Все. И в скором времени вы заметите, как денежная энергия начнет идти в ваш дом. Неважно, эти деньги возьмут, не возьмут, это вас уже пускай не волнует. Вы свою сделали, вы создали денежную дорогу от банка до вашего дома. То есть приманили, привели денежную силу в вашу семью. Временами повторяйте. Это очень эффективная работа, потому что банки и прочее, это место богатства. Значит, там концентрирована энергия богатства, богатых людей. Со временем это может обернуться в новые предложения, новые работы, новые какие-то идеи, которые вам дадут подняться и больше зарабатывать. Желаю удачи!